Что вы, кто вы? Доброходов Андрей Алексеевич. Мобилизованный. Зачем вам интервью? Больше никто не хотел, сказали, что я не делал интервью. Сказали сходить. Нет, ты можешь не давать. С родителями хотелось бы связаться просто. А номера я не помню. Только вот эта проблема. Есть возможность как-нибудь найти? Говори фамилию, имя, отчество. Доброхотова Лариса Владимировна. Лариса Владимировна. Можно тоже сигарету? Где? Чебоксары? Да, все верно. Проспект трактостроителей. 54. Твоя фамилия как? Доброходов Андрей Алексеевич. Отправь голосовое сообщение, что мы будем звонить в течение получаса. Мам, привет. В течение получаса тебе позвонят. Надеемся, что номер тот. Ну, доставлен. 4902 крайние цифры там. Да. Да, это ее номер. Что, как война? Не знаю. Как не знаю. Война не нравится, не очень. Что не нравится? Сколько тебе лет? 21. Ты срочку служил? 21 вернулся. Ну, дембель был. В 21-м дембельнулся, Да. и потом тебя мобнули. Да, 23. В 22 году. Прикольно. Когда в плен попал? 11 апреля. Докуривай, да будем начинать. Готовы? Да, готов. К чему? К интервью. Зачем оно вам? С родителями связаться хочу. А если бы нельзя было связаться с родителями? Не знаю, с родителями хочу только связаться. Да нет, да это я понял. Представьтесь, пожалуйста. Доброходов Андрей Алексеевич. Дата рождения ваша? 21.07.2001. Город рождения? Город Чебоксары. Чебоксары. Можете придвинуться чуть-чуть ближе? О, мне кажется, что... Город Чебоксары. Это Московская область? Нет, это Республика Чувашия. Ой, да, перепутал. Точно. Туплю. Это нормально. Если бы не было возможности поговорить с родителями, вы бы пришли побеседовать? Думаю, да. Почему? На Ютубе все равно будет видео. Родственники или знакомые увидели бы. Ну, Что правильно живой, мыслите. Это пример здравомыслящего человека. Сколько вам лет? 21. Да, то есть даже если бы не было возможности поговорить, это я к Красному Кресту обращаюсь, умные люди понимают, что засветиться где-то в интернетах в этих, это возможность заявить о том, о чем возможность О том, заявить. что жив, цел, здоров.
Совершенно верно. О том, что жив, здоров, вот я есть, забирайте меня назад. Правильно? Да, все верно. На удивление, не по годам смышлен. Или это там вам говорили, где вы сидите? Нет. С учетом того, что человеку 21 год, я сомневаюсь, что... За что вы воюете? Мобилизовали, отправили. А с кем вы воюете? С украинским народом. Ну, это такое авторитетное заявление, мне нравится. А зачем? Ну, что думаешь, так и говори. У нас ютубчик, можно матюкаться, говорить все, что хочешь. Тебе за это ничего не будет, поверь. Говорили, что националисты здесь, Ага. ну, нацисты. Нацисты или националисты? Нацисты. Какая разница между нацистом и националистом? Это так вопрос интересный, да? Ну, понимаешь разницу? Не особо. Какое у вас образование? Среднее. Среднее специальное, получается, сварщик. Сварщик. Что вы знаете вообще про нацизм? Нацизм. Угу. Пошел он от Гитлера. Точно год не помню, когда он пришел к власти. После Первой мировой войны он был ранен. Хотел поступить в художественную школу. Не получилось. После этого ушел в политику. И начал продвигать свое движение, насколько я знаю. Ни хрена себе. У вас знаний больше, чем у 10 других чуваков, которым по 40 лет. А что еще знаете? Я думал, будет. А ну давай, навали. Вторая мировая пошла с 1 сентября 1939 года. В Польше она началась. Кто на кого? Насколько я знаю, Германия зашла на территорию Польши и хотела сначала ее взять. Оттуда потом перешла в Брестскую, ну, на территорию Советского Союза Брестскую крепость хотела взять. Беларусь, насколько я знаю, на данный момент это. Потом Франция, ну, в сторону Европы потом двинулись. На 2 фронта воевали, и из-за этого проиграли они. Где вы это все узнали? У меня знакомая хорошая, историю хорошо знает, и мне просто нравится история немного. Ну, в школе этого же не рассказывали. В школе, ну, базу знаний давали. А в школе что про войну рассказывали? Мы Великую Отечественную быстро прошли со Второй мировой. Типа пару занятий? Месяц примерно мы проходили. Что там рассказывали? Основные битвы про Курскую дугу, Сталинград, блокаду его. Европу мы мало затрагивали. Про ленд-лиз вам говорили? Не помню, не знаю, не говорили. Что было дальше после Второй мировой войны? После Второй мировой войны образовалась ООН и НАТО. НАТО образовалось, насколько я знаю, это Европейский Союз, чтобы сдерживать Советский Союз, как, насколько мне известно. ООН – это объединение тоже стран, в которые входит также Россия. И они регулируют уже, ну, наблюдают то, что не нарушались конвенции всякие. Угу. Что было дальше? Давайте уже там, к нулевым дойдем. Нулевым? Давайте Ну, так. ближе к нулевым я уже память, ну, тоже очень мало проходили. Давайте с так. 82. Развал Советского Союза. Что происходило? Кто отваливался, кто заваливался, кто на кого нападал? К 90-м годам появились, начали продвигать капитализм уже в РСФСР, насколько я знаю, там было. СССР начал распадаться, Украина стала отдельной страной, Польша, Латвия, Литва или Латвия, точно не помню, Беларусь, Казахстан,
они стали отдельными странами уже. Ну, у вас тут есть ошибки, ну, я не буду сейчас выступать в роли... Мы мало проходили, поэтому... Да. Что вы за Чечню знаете? За Чечню было две кампании. Одна где-то в нулевых, а вторая уже чуть попозже там. Ты же... Давайте без привязок к годам. Что было в первую чеченскую? Кто победил, кто проиграл? Вот чеченские мы тоже точно не проходили. Не знаю вообще ничего про нее. В первую чеченскую вы проиграли, а вторую чеченскую вы купили за деньги. Не знаю. Я понял, ну да, то есть тут как бы, когда он говорит, что он не знает, сейчас мои любые слова, они будут, ну... Хорошо. Что вы знаете про Украину? Состоянием до войны. Давайте определимся, когда война началась в Украине. Насколько я знаю, Россия вошла в феврале, а конфликт начался в 2014 году. Угу. Донецкая область, Луганская область, они захотели стать отдельными республиками или странами, не знаю. Точно не могу сказать. И что было в 2014 году? В Киеве был Майдан, насколько я знаю. И после этого перетекло плавно в Донецк и Луганск. А Крым? Крым Чей Крым? до 2014 года он был в составе Украины, на данный момент в составе России находится. Как произошло отделение Крыма? Там произошел референдум, вошли российские войска, насколько я знаю. Я вас откорректирую, разрешите? Да, конечно. Российские войска там были, там было много баз различных. Они в 2014 году блокировали наши воинские части. И да, действительно, было некое подобие референдума. Но это референдум был под дулами автоматов, куда не были допущены ни одни международные наблюдатели. И результат референдума всем известен. Все типа хотели отсоединиться. Мировое сообщество не признало результаты этого референдума по причине того, что это моя уже додумка. Ну, не признали отжатие Крыма. Это называется у нас аннексия. Вы знаете это слово? Аннексировали Крым. Мир этого не признал. А почему вы, рашики, провели его под дулами автоматом? Чтобы не повторилась чеченская. Первая чеченская война началась после того, как народ порешил, что мы будем жить отдельно. Создадим такую штуку, как Ичкерия. И решила выйти из состава СССР. Но началась война, потому что вы не захотели ее отпускать. Видимо, чтобы не было ничего подобного, на этот раз в 2014 году рашики решили проконтролировать полностью референдум. Да, потом это все параллельные процессы. Донецк и Луганск, туда зашли ваши войска в 2014 году. Знали это? Нет, не знал. Знаете такого Стрелков? Гиркин? Моторола? Моторола слышал, да. Это все граждане вашей Рабзии, которые зашли, ну точнее Стрелков, Гиркин это одно лицо. Они зашли в составе различных групп ДРГ и других воинских соединений на территорию Донецкой и Луганской области. И с этого момента типа они пробовали начать русскую весну, которая у них не получилась. Ну точнее получилось в этих двух областях. В Харькове провалилась, в Одессе провалилась и начался период так называемый 8 лет бомбили Донбасс. Бомбили Донбасс. Что произошло 24 февраля 2022 года? Там очень мало я знаю про то, что начало, когда было 24 февраля. Очень мало знаю. Почему вы ничего не знаете?
Я в основном на работе был и особо, ну, за новостями не следил. Как вас мобилизовали? Пришла повестка, я пришел в военкомат, отправили в Казань-Экспо оттуда. Там проходили подготовку и оттуда отправили уже на территорию Украины. Когда это было? Отправили, ну, заехали на территорию Украины мы 4 января, А призвали вас когда? 30 сентября. Мгм. Куда вы попали в Украине? В какую область? Мы сначала были рядом с Новоазовском, затем переехали под Донецк. И потом были под Донецком все время. Да, Кем вы были после мобилизации? Стрелком? стрелок, да, с автоматом. В составе какого подразделения вы воевали? Мотострелки. А как бригада там, полк? Полк 1231. 1231. Да. Это типа территориальная оборона? Не совсем понял. Значит, не важно. Расскажите, пожалуйста, когда вы 11 апреля вы попали в плен? Расскажите последний день свой в составе оккупационных войск. Я был на отдыхе, мы сидели в подвале. Пришли ВСУ, начали закидывать нас гранатами. Это вы из группы там, где 10 человек, да? Да. Ага. А что вы делали в подвале? Какая у вас задача была? Слушать, наблюдать, смотреть, откуда стреляют, слушать. Угу. Да, напомните всем, уже эту историю услышали. Как вы попали? Ну, то есть вас закидывали гранатами? Да. Закидывали гранатами, газ начали закидывать, ну, дымовая шашка. На дверном проеме висело одеяло, оно загорелось, сильное задымление было. Как мне показалось, минут 10-15 это все продолжалось, потом уже дышать нечем стало, мы вышли. Угу. А видите, каждый раз какие-то новые детали. Про одеяло никто еще не рассказывал. Угу. Дальше вы попали в плен, по сути, неинтересно. Вы целой компании в составе 10 человек. У вас есть какие-то... Ответите на вопрос, что вы делали здесь и какие идеи преследует ваша армия на территории Украины? То на этот вопрос я не могу ответить точно. Точно не знаю. Ну, как нам говорили, мы пришли освобождать. Кого? Освобождать кого? Ну, мне вот интересно. Жителей Житель. Донецка и Луганска. Вас жители просили об этом? Меня лично не просили, не знаю. Ну, так вам говорили. Да. Кто победит в этой войне? Я не знаю. Ну, из того, что вы видели, есть, может, соображения какие-то? Нет, не знаю. Не знаете. Ну, ваша мать знает, что вы в плену, потому что этот ролик уже был. Она хотела вас отпускать? Нет, она не хотела. Что она говорила? Она ничего не говорила, она не хотела отпускать просто. Плакала? Да. Бабушка и дедушка тоже. А отец? Отец, ну, они с мамой в разводе давно уже. Ну, в разводе. А что не говорили, что плакали? То, что молодой еще слишком, чтобы на войну идти. Рано. А вы? Им что? А я в тюрьму не хотел. Сроком пугали. Какой срок говорили? 8 лет, по-моему. Это где вам говорили? Это я слышал. В новостях показывали. Алло, Здравствуйте. здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, я журналист из Украины, блогер. Ваш сын в плену находится. Вы это знаете? Ну, я поняла по тем видео, которые до меня дошли. Да.
Нас вы знаете, меня там Вову Золкина? Нет. Нет, не знаете. Плохо. Если вы хотите поговорить со своим сыном, мне нужно ваше согласие на запись и публикацию вашей беседы. Как это? Не поняла. Если вы хотите говорить с сыном, я ему дам трубку. Вот он сейчас рядом со мной. Но разговор будет записан и опубликован у нас на YouTube, на нашем YouTube канале. Мне нужно ваше согласие, такие правила YouTube. Вы пропали, вы появились. Я хочу... Что-что? У меня здесь связь плохая. Я хочу поговорить. У меня здесь связь плохая. Я хочу поговорить с сыном. Вы даете согласие на запись и публикацию? Что там будет очень Давайте страшно что-то спрашивать. я перезвоню без видео, потому что в сверхдержаве нету интернета. Что у вас с интернетом проблема? Я перезвонил без видео, потому что у вас в сверхдержаве нету интернета. Вы без звука. Мне написано на экране, что вы выключили микрофон. Включите микрофон. Теперь слышно? Теперь слышно. Видеозвонок, видимо, из-за того, что у вас плохая связь, предлагаю разговаривать голосом. Я не слышал вашего ответа. Вы даете согласие на запись и публикацию беседы? Хорошо, а почему? Давайте по видеосвязи еще раз попробуем. Ну, включите камеру. Ну, у меня интернет хороший. Личный звонок. Вот, Да. Тут у меня. Вот. да, работает. Вы даете согласие на запись? Хорошо. Разговаривайте. Вы не говорите, где вы находитесь и с кем вы находитесь. Привет. Со мной все хорошо. Привет. Сынуля. Когда тебя домой отпустят? Я как в списке попаду, так сразу домой попаду. Сыночка, что надо для этого сделать? Что можно для этого сделать? Чтоб- Она должна пойти в воинскую часть вашу, в военкомат, и везде садить кипиш, чтобы тебя признали, взять вот это видео, которое выйдет на канале, пойти и показать, что он живой. Вносите его, дайте ему статус военнопленного. Надо в военкомат сходить, чтобы меня в списке внесли. Дома все знают то, что я живой? Выключите видео, видимо оно пропадает. Это, видео тормозит. Да, у меня пропала картинка. Я говорю, Сыночка, у тебя что? видео тормозит, поэтому я выключил. Поняла. Андрей, сделай все. Что еще нужно сделать? Пусть она выключит видео. Как там оно? Выключи видео. Я могу включить, да? Все. Не, да пусть без видео разговаривайте. Алло, Да. в военкомат надо сходить, чтобы меня внесли в списки. Я поняла, хорошо. Схожу в военкомат, хорошо. Что еще надо сделать? Нет, надо сходить в военкомат,
показать видео, которое выйдет на канале, чтобы меня внесли в списки. Хорошо, сынуля, хорошо. Дома все хорошо? Дома все переживают. Все переживают, бабушка, мы только на успокоительных. Еле держимся. Мы тебя ждем, сына. У тебя как дела? Да, все нормально. Кормят, поют, все нормально. Сынулечка, мы все тут как на иголках. Не переживай, я жив, цел, все хорошо со мной. Как себя держат? Все хорошо, кровати есть, тепло. Вода, еда, все есть. Хорошо. Не переживай, все хорошо. Хорошо, сынуля. Мы тебя очень ждем. Я скоро вернусь, все будет хорошо. Передай всем то, что я звонил, и все нормально со мной. Хорошо. Мгм. Хорошо, сынулечка, хорошо. Когда можем тебя ждать, как только тебя внесут в списки? Да. Я постараюсь это сделать быстрее. Хорошо. Сынок, там держись, не переживай. С нами будет все нормально, главное, ты возвращайся. Да, хорошо, вы тоже сильно не переживайте там. Все нормально. Скажи спасибо, что дали созвониться. Да, хорошо, обязательно. Мы тебя очень любим, сынок, тебя ждем Да, я вас тоже. домой. Скоро домой приеду. Ладно. Можно вам вопрос задать? Это Дмитрий опять. Смотрите, вам нужно пойти в военкомат и в часть, там, где его мобилизовали, везде понаписывать заявление, что он жив, находится в украинском плену, и звонить им 3 раза в день. Куда звонить? Им звонить 3 раза в день и задавать вопрос, когда вы поменяете моего сына. Хорошо. Все зависит от вас. Смотрите, Красный Крест говорит, что мы, блогеры, делаем плохо, когда общаемся с военнопленными. Ваше мнение, мы что-то нарушаем или не нарушаем? По крайней мере, мы видим, что наши сыновья живы. Да, проблема в том, что у вас в рабзии вашей вы не допускаете Красный Крест в местах, где содержатся наши пленные. Не даете никому звонить. Почему так происходит? Я даже не могу вам сказать по этому поводу ничего. Я понимаю, что это... По крайней мере. Я понимаю, это скорее, я сделал глупо, что так спросил. Вопрос, что вообще ваша недострана делает на территории Украины? Что вы здесь забыли? Зачем вы пришли убивать нас, украинцев? Это тоже очень такой провокационный вопрос. В чем его провокация? Ваш сын в плену, он бегал с автоматом по чужой стране. Он оккупант, вы это должны осознавать и знать. В чем провокационность вопроса? Его мобилизовали, страна мобилизовала. Вот Ну, он хорошо, пошел. хорошо мобилизовала, и что дальше? Нужно идти убивать людей? Я не думаю, что мой сын убивал кого-то. Кто уничтожает наши города, уничтожает наших людей? Ваш сын с автоматом стрелял, и только благодаря гранатам их выкурили из подвала. А так он нормально отстреливался, воевал.
Я вам ничего не могу сказать по этому поводу. А кто может сказать? Кто может ответить на вопрос, кто уничтожает наши города, села, убивает наших мирных, военных, защитников? Я думаю, это вопросы не ко мне, к маленькому человеку. Вы все маленькие человеки. Из этих маленьких человеков, рабов, складывается ваша страна. Понимаете? Вы все маленькие человеки. И ваш царь решил маленьких человеков поотправлять в другую страну. Вы не должны сомневаться в том, что ваш сын оккупант. Он, как фашистская Германия, напали на нашу страну 24 февраля 2022 года. А первый раз напали в 2014 году. Я хочу, чтобы вы жили с этим. Что ваш 21 год, 21-летний сын, я не знаю, убил он, не убил, но то, что бегал и стрелял, бегали, стреляли. Стрелял. Стрелял. Жили в каком вы доме? В частном доме жили? Да. Жили в частном доме. Ваш сын еще и мародер. Нет, не мародерили. Вы жили в чужом доме. Вы не могли жить как военный в чужом доме. Вы должны были жить на военном объекте или в палатке, или в каком-то административном здании. Но не в частном имуществе. Как вашу мать звать? Лариса А отчество? Владимировна. Лариса Владимировна, вы сейчас с ним закончите беседовать, но знаете, ваш сын убийца, мародер и оккупант. В 21 год он достиг небывалых высот в чужой стране. Алло. Сынулечка, Да. сынулечка, пожалуйста, держись. Все нормально, не переживай, все хорошо. Я очень переживаю, мы все переживаем. Не нужно переживать, все хорошо. Сыночка, мы тебя очень любим. Я вас тоже. Мы тебя ждем. Мы любим. Бабушка с дедушкой вообще еле держатся. Передай то, что им, что со мной все хорошо. Нет, цел и здоров. Хорошо, сына передам. Ладно, хорошо. Я тебя целую, Люба. Да, я тебя обнимаю. тоже. Я тебя тоже. Держись, сынуля. Все хорошо. Не переживай. Ладно. Мы тебя ждем. Угу. Хорошо. Как в списке попаду, сразу домой поеду. Хорошо, хорошо. Хорошо, Ладно. Не переживай, все хорошо. Давай. хорошо. Я тебя жду. Хорошо. Давай. Что я неправильно сказал? Или обидно? Поспорьте со мной. Вы знаете прекрасно, что вам за это ничего не будет. Вы свою цель достигли. Вы связались, заявили. Она не знала, что вы в плену, но только видео. Я не мародерствовал и не убивал людей. Вы точно знаете, что вы не убивали? Точно знаю, что Как не вы это убивал. можете знать? Куда вы стреляли из подвала и что там не было наших бойцов? Впервые я увидел 11 апреля украинских военных. Как раз таки в день, когда нас взяли в плен. Вы же отстреливались из подвала? Там не было среди них раненых ни одного. И убитого тоже. Хорошо, не убивали. Вы знаете, что вы не имеете права жить в частных домах? Этого я не знал. Нам, как я знаю, свободный дом выделили, в котором не живут. Если у меня сейчас будет автомат, я вас попрошу присесть 5000 раз, вы присядете? 5000 раз я не смогу присесть. Вы будете приседать, сколько будет у вас сил. Да. Как этот метод называется?
метод силы. Я буду вооружен, и вы мне ничего не сможете сделать. Ну правильно? Вы не сможете мне отказать. Это я в формате того, что когда вы, оккупанты, пришли в наш населенный пункт, подошли к кому-то, спросили, где можно жить, вам можно отказать? Я не могу ответить на это, просто не Ну, знаю. вы же не сможете мне отказать, когда я вам передерну затвор и скажу приседай. Вы же будете приседать, правильно? Потому что вам цена ваша жизнь. Дом был свободен, это точно я знаю. Там не жил никто. Хозяева уехали куда-то. Почему они уехали? Я не знаю. Конечно, Это вы не задолго знаете. до нас, Ну да. до нашего прибытия. Может, потому что войну вы начали в 2014 году? И они уехали, как многие из Донбасса. Я не знаю. Ну, не знаете. Так вы не знаете, из-за чего вы тут воюете. Когда война закончится? Что вам говорили ваши командиры? По этому поводу ничего не говорили, я не знаю. А они знали, когда война закончится? Они ничего не говорили по этому поводу, я не могу сказать. Есть что-то еще добавить? Нет, ничего не могу больше добавить. По традиции у нас военнопленные, если хотят, обращаются к своим землякам с призывом идти сюда воевать, не идти сюда воевать. Там брать теплую одежду, шорты. К друзьям можете обратиться, если хотите. Друзья у меня, которые в России, они не едут сюда. Не едут? Нет. Чего? Не- Ну, мне интересно, блин, что есть вменяемые люди, которые не едут? Они большую часть срочной службы не служили, их сюда не отправят. Не отправят. Понятно. Спасибо. Довольны? То, что связался с родителями, да, доволен. А во всем остальном нет? Типа неприятный диалог? Я этого не говорил, я сказал, то, что доволен, что связался с родителями. Меня вот это радует, то, что они знают, что я живой. Мы что-то плохое делаем? Не понял вопрос. Мы, блогеры, что-то плохое делаем? Нет, вы даете возможность связаться с родителями. Нет, у нас нет этой задачи и цели. Вы даете возможность, я сказал. Связаться и повестить их об этом. О том, что живые. Мы хотим показать всю ущербность вашей армии. Армии бомжей и людей, которые не знают, за что воюют и не знают, когда конец. Армии, которую был выбор, или тюрьма, или иди умирай в чужую страну. Это же у вас такая была, такие варианты были. А если тюрьма, там Вагнер. То есть все равно на войну. Хорошая мотивация. Не особо. М? Не особо. Не особо. Не особо. Во всем не особо. Можно еще сигарету Да. спросить? Возьму? Да. Кто победит? Я тоже не могу сказать. Чего? Я тоже не знаю, не могу сказать. Новостей особо не знаю я. За то время, когда вы были, вы намного продвинулись? Куда-нибудь? С января месяца до плена. За 4 месяца, по сути. Это тоже сложный вопрос, на который я не могу ответить.
Есть какой-то легкий вопрос, на который ты... Мне чисто для себя же интересно. Продвижение какое-то есть, где-то продвигаются, где-то отступают. Это сложный вопрос достаточно. Ну ты сколько на своих позициях пробыл? Где нас взяли, я Мгм. там в первый раз был. А до этого? До этого были в Песках. Продвинулись вы в Песках? Лесополосу там немного взяли. Насколько, пока там были. Это за сколько времени? Месяц-полтора где-то. По расстоянию это сколько? 5 километров? Километр? Километр, наверное, полтора где-то. За месяц. 200-е были, 300-е? В основном 300-е были. Много? В основном осколочные, не так, чтобы там. Не, В основном мелкие осколки, которые Понятно. вытаскивали быстро. С такими темпами, если вы за месяц продвинулись на километр, вам от Песок до Киева идти километров 600. Это 600 месяцев. 50 лет. Вторая армия мира. Да?